Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте! С вами Сварог. И прежде чем мы с вами начнем обсуждать артефакты, которые являются темой сегодняшнего видео, хочу пару слов сказать про конкурс, который стартует сегодня, сейчас и будет длиться целую неделю до 21 числа. Суть конкурса проста и понятна. У нас есть Шамир, и все игровое сообщество делится на два лагеря: Шамир топ и Шамир дно. Все мы знаем правду, но, несмотря на это, вам нужно написать в комментариях к видео девиз Шамира и прикрепить к нему копию своего игрового ID и сервера. И через неделю мы выберем рандомайзером счастливчика, который заработает 2000 виртуальной голды на свой аккаунт. Ну и помните, лайк не нажал, Шамира призвал. Ну а теперь погнали про артефакты. Я долго думал, как сделать, рассказать про все артефакты, сделать какой-то тир-лист или выделить просто некоторые, которые очень нужны. И решил, что таки да, выделим просто нужные артефакты среди всего этого разнообразия. Помимо всего прочего, у нас есть личные артефакты, которые нам выдают в разломе, но их мы трогать пока не будем. Обсудим просто артефакты, которые мы можем создать из материалов, которые выбиваем с рейда артефактов. Также я не буду трогать в основе своей легендарные и простые эпические арты, потому что понятно, что любой миф будет круче в большей своей части, за некоторым исключением, которое я объясню чуть позже. Ну и, конечно же, фармить миф материалы можно начинать достаточно быстро, потому что до этого мы просто качаем персов, проходим кампанию, а потом уже, когда у нас есть пару-тройку шестизвездочных героев, которые подойдут для Салазара, чтобы выбить из него дурь, и пару осколочков, то, в принципе, подняться до 15-16 этапа можно с небольшим количеством персов. И как это сделать, я рассказывал в прошлом видео. Ну, а теперь по артефактам. И давайте начнем с танков. Ребята, которые которые получают урон, позволяя нашей команде жить, не пропускают крипов. Но опять-таки и танки у нас делятся на несколько категорий. Есть танки-защитники, которые прям стоят стеной и никого не пускают, а есть танки-дамагеры, такие как Торадор, Риф, из новых персов, которые выходили на первопроходческом сервере, это Кир. Танки, которые могут наносить урон, поэтому этим танкам подойдет хорошо жажда кровопролития. После получения урона навсегда повышает наносимый урон танка на 1%. На первом уровне складывается до 15 раз, поэтому арт однозначно для дамажных танков, которые будут получать по себе дамажку и будут больно бить в ответ. Ну а самый крутой арт для танков, которые должны просто стоять и держать удар, это, конечно же, стена Олага, потому что увеличивает блок на 1, то есть наши танки будут держать на себе не 3 крипа, а 4. Плюс за каждый блок у нас будет снижение физического и магического урона на 4% при первом уровне артефакта. И если физ-защиту мы можем поднимать шмотом, который одеваем на перса, то маг-защиту мы не можем поднимать ничем. А в том же разломе, например, Арача бьет именно магу уроном, и это прям больно. Артефакт «Милость богини» увеличивает защиту на 10%, защиту физическую. И за каждые 10 секунд, проведенные на поле боя, мы получаем еще плюс бонус к защите. Суммируется до 3 раз, то есть на первом уровне мы будем получать через 30 секунд 19% дефа. При условном дефе нашего танка в 10 тысяч это будет почти что плюс 2000. Красиво, вкусно, а если прокачать, еще и приятно. И один из недавно добавленных артефактов — священное сияние, когда после каждых 10 попаданий базовой атакой один раз наш танк наносит масс физ урон в размере 200% от урона до 5 целям. Но опять-таки это больше подойдет как раз таки нашим танкам-дамагерам типа Торадора и Рива. Также отдельный артефакт для тех, кто гоняет с Вортексом, либо имеет Изольду, либо Харца, потому что воля севера на танках работает прекрасно, и когда исчезает щит, то он просто восстанавливает 10% своих хпшек. Так как Vortex у нас накладывает щиты, так как пассивка Изольды накладывает на фракцию щиты, а Харц накладывает щиты вообще на всех, то это будет приятным бонусом в виде подхила для танка, который должен просто выживать и стоять в первой линии обороны. Такие артефакты, как похоронный звон и змея кошмара, вроде бы кажутся интересными, но на самом деле качать артефакт — это нужно иметь очень много метеорита, а его выбивать очень сложно, а тратить монетки арены и покупать метеорит на арене, ну, я считаю, не очень рентабельно, потому что с повышением ранга
аккаунта на арене мы сможем покупать камни навыка и камни призыва, поэтому монетки арены лучше подкопить на более нужные вещи. Далее, артефакты для хилов тоже делятся на несколько моментов. Сфера эйфории. Он и артефакт для хила, но плюс еще это дополнительный баф на скорость атаки для всех героев в пределах дальности нашего хила. И он очень красиво повышает скорость атаки при прокачке максимально на 40 секунд каждую минуту, что тоже является прекрасным подспорьем и бонусом к нанесению урона, но подойдет на длительные заходы типа того же клан-босса, где мы бьемся почти 5 минут, ну или разочек повысит в момент боя на том же рейде, что тоже будет приятно. Также прекрасно смотрится фолиант Элизиума на фоне остальных, потому что он повышает эффект исцеления за каждого союзника в пределах дальности, но не более 4 раз. Остальные арты чуть менее полезны, но тоже хороши. Реликвия джунглей поможет лечить лучше цель с условием того, что хил не получает урона и имеет полную полоску здоровья. А дар надежды просто позволяет лучше лечить перса, который находится в полупресмертном состоянии и здоровье его опустилось ниже 30%. Остальные артефакты для наших хилов я считаю проходными, и поэтому если вы их и качаете, то качайте максимум до 10 уровня, а лучше вообще не качайте, одели, походили, потом выбили уже мифические и гоняйте с ним. Далее, лучники. Артефакты для лучников тоже есть прекрасные, например, гонец загробного мира, он увеличивает урон в одну и ту же цель, плюс это увеличение урона складывается до 3 раз. Но эффект снимается с изменением цели, поэтому прекрасно подойдет, например, на клан-боссе, когда у нас просто одна цель и мы играем через фракцию лучников со своим же лидером, лучше, конечно, с Арачей, и там этот артефакт раскрывает очень хорошо. Также подойдет для Ситрама, который с этим артом будет прекрасно сбивать щит с босса. Ну а если брать тот же самый третий рейд, то интересно будет смотреться эмблема Жнеца Душ, потому что он повышает наносимый урон и просто так, и после убийства цели. То есть чем больше мы будем убивать нашим персом целей, тем больше будет урона. Это пойдет и против мух, которых вызывает Зелита, и против волн крипов, которые выходят слева и справа. Но в любом случае артефакт интересный и полезный. Я думаю, что он прекрасно будет показывать себя на Таuriэль, которая бахает через всю карту и как раз таки имеет соло таргет. Поэтому каждое убийство цели будет поддерживать и увеличение ее урона. Для массовых лучников прекрасно пойдет фибула стрелка, которая увеличивает массу урон. Единственный минус: перед лучником не должно быть врагов. Поэтому на зачистку того же самого третьего рейда с Маулом, Ризааком либо Никс, фибула на них будет смотреться просто прекрасно. Также интересный арт взгляд Таuriэль. При нанесении крит урона есть шанс игнорировать 30% защиты и сопротивления магии. При прокачке это будет, по-моему, 45% игнора защиты, но нужно уже иметь как раз таки 100% или близко к нему крит шанс, чтобы постоянно били криты. Эмблема совершенства тоже может подойти, но тут тоже неоднозначно, потому что на комбосе мы все-таки получаем урон АОЕшками, но 6 секунд подождать, пока мы сбиваем щит, и после щита по упавшему клан-боссу наносить на 10% больше урона смотрится достаточно красиво. Ну и тоже один из новых артефактов, печать уз крови, тоже достаточно красиво смотрится. Главное, чтобы в нашего лучника не прилетало много дамага, потому что он сложится из-за того, что арт уменьшает его хпшку, но зато повышает крит урон, что тоже будет прекрасно смотреться. Но далеко не будем ходить. Давайте коснемся саппортов, которых у нас в принципе в игре не так уж и много, но они все же есть, и они прям очень полезные и нужные для нас. Поэтому если мы берем Мари, которая замораживает, замедляет врагов, то ей прекрасно подойдет том искажение, потому что при атаке замедленных целей, а она замедляет их базовой атакой, то увеличивает и скорость атаки, и восстановление ярости на 25%. А так как у Мари все-таки полоска ярости высокая, то этот арт ей будет прям интересно смотреться. Ну и, конечно же, такой артефакт, как легендарный, который я все-таки рекомендую к прокачке, это эхо заклинателя. После ульты восстанавливает 10% ярости нашему волшебнику. Ну а саппорты должны чуть почаще, как та же самая Мари, чтобы она кидала чаще заморозку, и за счет чего мы либо сейвили проход крипов, либо наносили им больше урона, если мы играем через культистов. Ну и второй артефакт, который тоже рекомендую к прокачке, это Сансара Кошмара. Но здесь уже стоит одевать нашего саппорта максимально в скорость, чтобы этот артефакт восстанавливал ярость после каждых 5 атак. Прекрасно подойдет для Пироса на клан-боссе. Может подойти для той же Лорел, если мы ее
не убираем, а продолжаем держать и ультить персами вокруг нее, чтобы ее пассивочка повышала всем окружающим героям наносимый урон. Ну давайте теперь перейдем к самым интересным моментам маги. Гнев Аякса. Каждый крит-удар повышает крит-урон на 25%, что очень хорошо зайдет нашим и массовым магам, и соло-таргетам, в зависимости от места и времени использования. Но в любом случае топчик. Также хороший, прям вот один из лучших артефактов — это слеза звезды. Это просто повышение атаки после размещения на 20%. Ну а если наш волшебник получает дамаг и его хпшка падает ниже 80, то все равно атака будет увеличена, но только на 10%. Вкусно, хорошо, потому что увеличиваем атаку, за счет чего увеличиваем крит урон, который мы сможем выдавать. И он также подойдет и массовикам, и соло-таргетам. Череп осквернения — это уже артефакт для магов с масс уроном, позволяющий наносить им увеличенный на 25% масс урон без прокачки артефакта вообще, но у наших магов будет прилетать на 20% больнее. Но при прокачке артефакта получаемый урон нашими магами будет понижаться, а наносимый наоборот повышаться. Ну и нам на первопроходческом сервере сделали некий ребаланс артефактов, и кольцо Синего моря теперь еще и повышает наносимый урон, помимо того, что оно еще может и замедлять цель. Поэтому можно задуматься о том, чтобы не таскать с собой Мари, а какому-нибудь магу качнуть колечко Синего моря, чтобы он массой бил и с небольшим шансом замедлял, а культисты, которые у нас стоят на первом рейде и тоже лупасят по всем, могли наносить повышенный урон по замедленным врагам за счет своей лидерки. Ну а из легендарных артефактов можно посмотреть на Кристалл Душиед, либо Око Белой башни, но Око Белой башни неоднозначно, оно может как повысить атаку, так и просто увеличить скорость атаки, что достаточно рандомно. А Кристалл Душиед имеет перезарядку в 5 секунд, поэтому тоже не такое профитное. Плюс, конечно же, базовые статы лег и миф артефактов друг от друга отличаются в разы, поэтому миф-арты в любом случае будут выгоднее смотреться на наших героях. Ну и по милишникам. У них, наверное, один из самых больших выборов артефактов, но тоже есть ситуативные. Такие как, например, Алая Охота. Она прекрасно подойдет для клан-босса, для всех ваших милишников, кто бьет клан-босса, потому что она увеличивает наносимый урон, но только по целям с кровотоком, поэтому нам нужно иметь в команде Салазара, либо Комода, либо Владова, либо остальных персов, которые могут вешать кровоток на цель. Без кровотока этот артефакт будет давать бонус только от базовых своих характеристик, что не очень полезно и приятно. Но сейчас нам стало проще, Комода у нас есть в слиянии, поэтому у кого нет Салазара, то у Комода вполне себе тоже может наваливать на клан-боссе. А при грамотном подходе и, например, использовании Лорел, Комода находится 98% времени под ультой и вешает кровоток. Ну ладно, не 98, 90% времени находится под ультой. Но все равно очень долго. Главное правильно выставить тайминги и понимать вообще суть и механику процесса. Самый, наверное, имбовый артефакт для милишника — это Кристалл Зла, который относительно непросто выбить. За 4 месяца я смог его собрать и прокачать до 25 уровня. Суть Кристалла Зла в том, что он призывает Теневого Стража, который получает от 80% характеристик персонажа, на котором идет кристалл, на первом уровне прокачки до 150% на его капе. И мы получаем тень, которая атакует врагов. Эффект срабатывает один раз в 20 секунд. И очень даже неплохо смотрится при максимальной прокачке. Единственный минус — тень, которую мы призываем, Теневой Страж. Кстати, имеет облик Комода, если что, фиолетовый такой, поэтому кто его увидит, не удивляйтесь. Кто-то просто собрал Кристалл Зла, хотя бы просто его смог выбить. В любом случае, получаем дополнительного перса, который не занимает места, который наносит дополнительный урон, но этот Теневой Страж не имеет блока, и через него все проходят. И также этот Теневой Страж занимает клетку, поэтому если вдруг мы гоняем с этим артом на арене и ставим нашего бойца одним из первых, то нужно быть внимательным, потому что тень занимает клетку, и на нее нельзя поставить в этот момент наших солдат, наших героев. Поэтому могут слететь тайминги, могут не выставляться своевременно персы, потому что тень заняла просто их место, которое было у них в момент вашей записи боя. Также интересный артефакт Безупречный Клинок. Увеличивает урон, стакается до 3 раз, но каждая полученная дамажка нашим милишникам снижает 1 уровень эффекта. Но еще один из топовых артов, который он прям очень красивый, очень полезный, очень вкусный. Единственное, не для всех подходит, потому что он увеличивает массовый урон, а после убийства дает бонус еще к урону на 3 секунды.
но подойдет только для тех, кто бьет насухой. А это та же самая Валькирия, это тот же самый Мерзость во время своей ульты. Ну и, конечно, такие персы, как Цербер, Атракс, которых пока еще нет на глобале, но они есть на первопроходческом сервере. Поэтому Око Греха достаточно интересное. И прям рекомендую к прокачке, если вы его выбили, то собирайте, одевайте и гоняйте с ним. Из новых артов, которые нам завезли, это Смотрящий в пустоту, но тут фишка в чем, что у него, как и у Фибулы, цели должны находиться дальше, чем в одной плитке от героя. И за каждую плитку от героя до цели мы будем увеличивать наносимый урон. То есть подойдет для героев, у которых высокий, долгий, длинный радиус атаки. То есть Валькирия, Зелита, высокомерный, Апсан может быть. Что не очень удобно, потому что не у всех, например, есть Валькирия или Зелиту, или тот же Высокомерный. Ну и Сушитель душ, по-моему, это вообще лучший арт, который можно придумать. Особенно он, наверное, будет красиво смотреться на Мерзости, потому что Мерзота у нас может выступать как милишником, бойцом, так и танком, потому что имеет очень высокую базу здоровья и вполне себе, даже под своим неуязом, может постоять и потанчить пару крипов. И повышение блока на единичку прекрасно скажется на Мерзоте, он будет держать на одного крипа больше, плюс восстанавливать кусочек хпшки, когда герой наносит урон. Но из легендарных артефактов только два, на мой взгляд, могут нам помочь. Это помощь убийцы, потому что при почти полных хпшках мы увеличиваем урон на 10, а при прокачке более процентов. Ну и второй арт — это Чистолюбие Стражи. Есть дополнительный шанс использовать базовую атаку. И я думаю, что этот арт прекрасно подойдет либо Гневу внезапно, потому что у Гнева после нескольких базовых атак врубается массовая атака. И также будет прекрасно смотреться на Комода, либо на старте игры на Салазаре, потому что базовая атака позволяет нам повесить, в случае с Салазаром, дополнительный шанс на кровь на цель. А у Комода во время ульты есть шанс быстрее сгенерировать кусочек ярости, если он имеет первую пробуду. Ну и Учение предков тоже, оно вроде как и интересное, вроде как повышает атаку, и кто-то с ним гонял на Долорес, но после недавнего моего теста мы пришли к выводу, что фулл прокачанный арт Учения предков вполне себе перебивается прокачанным до второй пробуды артефактом на хила на Долорес мифического качества. Просто потому что у миф артефакта высокие показатели базовых значений той же самой атаки. Плюс у мифического артефакта атака плоская, а у Долорес база атаки небольшая, и увеличение ее небольшой базы атаки все равно от эпикарта будет хуже, чем от прокачанного хотя бы на половинку мифического артефакта. Все, не забывайте, конкурс стартует, участвуем. Также не забывайте подписываться на группу в Телеграме, потому что именно там скоро будет стартовать большой розыгрыш 10 тысяч виртуальной голды. А на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!